repentance. Мы приступаем к нашему очередному занятию в серии занятия покаяния. I just asked the question. И я просто спрошу вас вопрос. Are you dead? Вы мертвы? That's the question. Вы умерли? In John chapter 1 and verse 4 Иоанна 1 глава 4 стих. is the lesson of the beginning of this lesson. С этого мы начнем наше занятие. И в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. In him was light, В нем была жизнь, and that light was the light of men. и жизнь была свет человеков. You know, much discussion and many sermons have been preached Очень много было дискуссий, и очень много было проповедей, которые были проповеданы concerning how to know if you're saved. касательно того, как узнать, спасен ты или нет. Preachers have spent a lot of time in searching. Проповедники тратят столько времени в поисках ответа на этот вопрос. Tens of thousands of sermons have been preached И десятки тысяч проповедей были проповеданы на эту тему. in an effort to give people an assurance of И salvation. все это в попытках дать людям уверенность в их спасении и какое-то доказательство того, что они на самом деле спасены. Now, there are religious people who frankly say you cannot know. Есть, конечно, религиозники, которые говорят, что вообще узнать, спасен ты или нет, нельзя. We have a religious organization in America called themselves the Church of Christ. У нас есть религиозная организация в Америке, которая называется Церковь Христа. They believe that you're saved by water baptism. Они верят, что в воде крестишься, спасешься. And one of them listened to me. We were on the television, our church was, for many years. И однажды один из них послушал нас по нашему телевизионному каналу. Наша церковь по телевизору показывает уже несколько лет там свои передачи. And I was preaching on this great И salvation. я проповедовал как раз на тему великого спасения. And he called me up. И он звонит мне And he told me there's no way you can know you're и saved. говорит: а откуда ты узнаешь, спасен ли ты или нет? Нельзя узнать. I said, if a man Я говорю, если человек cannot know he's saved, не может знать до конца точно, что он спасен, тогда он не знает, что он потерян. and he'll never know till he gets to hell or heaven. И тогда он не узнает до тех пор, пока не попадет или в рай, или в ад. And it's too late then to do И anything я about it. говорю: так, милый мой, тогда же будет поздно. Others say you'll only act out of knowledge. Есть те, которые говорят, что мы поступаем просто из знания. And that there's no real tangible evidence И of что никакого salvation. ощутимого доказательства в спасении нет. While there's other people who talk about feeling В saved. то время как есть те, которые утверждают, что здесь очень важным фактором является чувство. Now, feelings are very fickle things. Но чувство — это такое дело ненадежное. An upset stomach can destroy any religious feeling. Ну, допустим, расстроенный желудок, он может испортить любое религиозное чувство, правильно? But it had nothing to do with believing God. Но это не имеет никакого отношения к вере в Господа, правильно? But I see people all the А time. я вижу людей, как постоянно они They feel saved. чувствуют себя If the service is спасенными. wonderful. И если служба прошла And the хорошо, song service is good. и песни все пели такие, какие им нравились, They feel good. они здорово чувствуют They're себя saved. и думают: я спасен. But you find that when they're not feeling good, А потом, когда они себя плохо чувствуют, then they don't know вдруг what. обнаруживают, что они не уверены, спасены они или нет. Pentecostal people, Пятидесятники, they're very strong on the verse, the joy of the Lord is our strength. они очень любят тот стих, который говорит: радость Господа сила наша. Most of them never bother to know who said that. И большинство из них даже не беспокоится подумать о том, кто сказал это. The prophet Nehemiah said that. Ибо эти слова были сказаны пророком Неемии. In the worst struggle a man was ever in, А они вообще знают, когда он это сказал? Он это сказал в самом, наверное, жутком испытании, в котором может he's up оказаться against the человек. devil. Он столкнулся лицом к лицу с дьяволом, All hell is against him. потому что вся преисподняя восстала But he said против the него. joy of А the он Lord, сказал: радость Господа. not my joy, Не моя but радость, the joy of the но Lord. радость Господа. In other words, what he Иными said, словами, что он сказал, I заключалось вот в know чем. what I'm doing Я знаю, что я делаю, brings joy to и God, я знаю, что это приносит радость Господу. and I have strength to do it no matter И у what. меня будет сила исполнить это, независимо ни от чего, ни от кого, кто восстанет против меня. But yet I've seen people who believe that meant Но тем не менее, я видел людей, которые верили в то, что эти слова значат that they come to следующее: church, что я прихожу в церковь, they get happy,
что мне там становится весело, They jump around. что я попрыгаю там, That's their strength. и вот сила моя придет. But I've saw such people. Но я видел таких людей. I've seen them get happy. Я видел, как они разбалдеются, Kick their shoes, melt it to the roof. как начинают обувью кидаться, там ботинки вверх полетели. And the next day, not know what they're И saying. на следующий день они, бедные, не знают, спасенные они или нет. That's not the strength. Ведь это не сила, правда? The Bible teaches А Библия учит нас that before you're saved, тому, что до того, как мы спасаемся, all men are dead. мы все мертвы. Dead in trespasses and sin. Мы мертвы, и мы погрязли во грехе. By one man's sin, Смерть, наказание за грех, и грехом одного человека death passed upon the entire human race. смерть распространилась на всю человеческую расу. The Bible said we're dead in trespasses and sin. И Библия говорит, что мы мертвы в грехах и беззакониях. Now, a dead man is without knowledge. Мертвый человек – это человек без знания. Yet millions of spiritually dead people Но миллионы духовно мертвых людей, attend church regularly они регулярно ходят в церковь. and talk about going to И heaven. они говорят о том, что небеса идут. I'd say a great percentage of the Я бы religious даже сказал, что большая часть религиозных людей мира, are dead spiritually, они духовно мертвые. yet they go to Но church тем не менее они приходят в and церковь, they burn candles, они там свечки зажигают. they may do penance, Может быть, они там покаяние they do устраивают. all kinds of Да things что бы они там ни делали. and believe they're going to И heaven. они верят при этом изо всех сил, что на небеса идут. These people, being dead, think they're alive. А эти люди, они по сути дела мертвы, а думают, что живы. Elijah, you remember the man of God traveling, preaching? Или, помните, человек, муж Божий, который много нес Слова Божьего и ездил много. And there's a family built a little room on their house for the prophet. И некая семья построила комнату в доме своем для пророка. And because of their goodness to him, he wanted to bless them. И из-за того, что они были настолько добры к нему, пророк решил благословить их. He saw that the home was barren, they had no children. Он увидел, что дом был бесплоден, ибо детей не было в доме. So he blessed them, Поэтому он благословил их. and they had a child. И в семье появился ребенок. When the child grew И когда to ребенок вырос, age, I don't know how old, ну сколько там ему лет было, я не But just знаю, a child. но ребенок. he had a sunstroke and died. А тогда он получил солнечный удар и умер. Now the prophet is gone, Пророка не было. but the woman saddled up the mule, got the servant, Но жена, она навьючила мула, and said she's going to the взяла man of раба God. и сказала: я пошла искать мужа Божьего сегодня. Now the man of God saw her coming on that mule, Итак, человек увидел женщину на осле and said to the Sunday school superintendent, и говорит, наверное, тому начальнику, который проводил воскресную школу: go out there and find what that woman wants. пойди спроси у нее, что ей надо. But she just about run over him with the mule. Но смотрите, ей было все равно, она чуть не переехала его на She этом wasn't осле. looking for the deacon. Смотрите, потому что она не искала какого-то диакона в looking for that церкви. man of God. Она искала мужа Божьего. And she fell down. И она упала. He knew something was И wrong, он знал, что что-то не так. but she told him Но она сказала ему, that the boy's dead. что мальчик мертв. Now she took the boy and laid him in the prophet's chamber on his bed. Она взяла мальчика и положила на кровать пророка в комнате So the пророка. prophet told his servant, И пророк говорит рабу своему, said, you take my stick, говорит: my staff, возьми, and you go see about the boy. возьми жезл и пойди справься о мальчике. But the woman said to him, Но женщина говорит I ему: didn't come down here to talk to the deacon. а я сюда не с каким-то диаконом пришла You're говорить, the one that потому что prophesied ты this land. тот, который пророчествовал мне. And she wouldn't let him go. И она не отпускала его. Well, on their way, they met the servant coming back. И вот они на пути возвращаются, The servant said, he's dead. и по пути встречается слуга, который идет из дома и говорит: мальчик мертв. I whipped around on him with your stick. И он говорит: я помахал жезлом вокруг него. He's dead. Мальчик мертв. But the prophet went, Но пророк пошел. and he went into the room, И он зашел в комнату. and he walked up and down, praising and worshiping И God. он ходил по комнате славя и прославляя Господа. And he stretched himself on the lad. И затем он упал на мальчика. He prayed, Он молился. and the lad come to life. И парнишка встал. Then he talked to him. И затем он стал говорить с ним. I'm sure he instructed him.
И я уверен, что он наставлял его. He said, now boy, don't go out without your И hat. он говорил: малыш, не выходи без панамки на улицу. It's no use telling dead people what not to do. Поймите, мертвым без толку говорить, что нельзя делать. You take an alcoholic, he gets killed by alcohol. Вот если берешь пьяницу, который просто умирает от спиртного, You look at him, a corpse. если и он умер от опьянения, смотришь на это мертвое тело, Don't even tell him that dead man he зачем ought ему not to drink. говорить о том, что пьянство доведет до могилы? But if you raise him from Без the толку. dead, Но вот если вы воскресите его из мертвых, you can talk to вы him. сможете говорить с ним. You can talk to him. Вы сможете говорить с ним. But these people in the church, full of people Так вот, церковь полна людей, who are dead, которые мертвы, but they think they're alive. а думают, что они живенькие. If it follows them И их преследует просто that being unsaved is to be dead, мысль о том, что неспасенные — это мертвые. then to be saved is to be made alive. Значит, когда я спасенный, я живой. That doesn't take a genius to figure Но, out. в принципе, конечно, гением не надо быть, чтобы вычислить такую математику. Jesus' first message after his resurrection, И после воскресения первым посланием Иисуса, because I live, you can live. первыми его словами были что? Ибо потому что я жив, вы можете жить. Paul said, you hath he quickened, made alive. И Павел говорит: ибо вы были оживотворены. And God speaks of those who are redeemed И Бог говорит об искупленных своих, as people who are alive from the dead. как о людях, которые были оживлены и восставлены из мертвых. Now, if a man was dead Итак, если бы человек был мертв, and he's made alive, а потом он был сделан живым, he and everybody around him knows it. то, наверное, никто не знает вокруг него, что это произошло. When Jesus raised Lazarus from the dead, Когда Иисус воскресил Лазаря из мертвых, he'd been in that tomb 4 days. он находился в гробнице 4 дня. If he wasn't dead when they put him in there, Если бы он не был мертв, когда туда его he положили, was surely dead after 4 days. то уж точно 4 дня спустя он был точно мертв. But when Jesus raised him, Но когда Иисус воскресил его из мертвых, everybody in that community knew it. все в обществе, они знали об этом. They had attended his funeral. Смотрите, все ведь были на похоронах. They knew he's dead. Все знали, что он But умер. now he's walking А around. сейчас он вдруг ходит. He's exhibiting life. Он просто жизнь собой представляет, жизнь в себе несет. И все, кто видел его, Knew that this one who was dead они знали, что этот однажды был мертв, is now alive. а сейчас жив. He's made alive. Ибо он был сделан живым. Now, when the widow's son got out of that casket, И когда сын вдовы вышел из гроба, you remember Jesus met that funeral service, помните, когда Иисус встретился с похоронной and процессией, a widow was going to bury her и son. когда вдова собиралась хранить своего сына, And Jesus reached in that casket, Иисус, он протянулся к гробу. spoke to that dead Он man. сказал этому мертвому человеку в гробу, и тот встал из гроба. Everybody in that funeral procession knew Все he's в alive. похоронной процессии знали, что он жив. There's no question about it. This man is alive. Поэтому не было никаких вопросов, что произошло. Все знали, человек ожил. When Dorcas got up, И когда Дарий встал, everybody quit laughing. то все, наверное, бросили смеяться. When that dead woman got off of that bed, Потому что когда мертвая дева встала с постели, then all the folks quit their laughing. то, наверное, все, которые похихикивали, замолчали. How did this happen? Как это произошло? They recognized life. Они признали жизнь. Those who were dead in sin Потому что те, которые были в have грехе, been raised были to life. мертвы во грехе, воскресли во If Христе. that truly happened, И если это воскресение воистину then произошло, every human тогда being knows всякая something happened. живая тварь, которая находится рядом с вами, должна знать, что что-то с вами произошло уникальное. When I first got saved, Когда я спасся, after a few months, we began to work in the production side of the oil field. спустя некоторое время после моего спасения мы начали работать в отделе продукции на нефтеперерабатывающей фабрике. I had 72 oil wells that I looked at. И у меня было, в общем, 72 скважины, за которыми я должен был присматривать. I was responsible for selling that oil to an oil company. И я отвечала за то, чтобы вся нефть, которая перекачивается из этих скважин, была продана нефтяной компании. But I had to look after those wells. И мне надо было смотреть за этими скважинами. I'd drive off down in that ranch that I lived on. И я постоянно разъезжала там, где, вот из того места, где я жил.
I'd make me an altar down there and pray. И я всегда, когда появлялся там, я там устраивал алтарь и молился. And the superintendent of the oil company we sold the oil to, И однажды тот, который был управляющим нефтяной компанией, которой мы продавали нефть, was looking for me. он начал искать меня. And he came down where I was. I didn't know it. И он спустился и нашел меня там, где я был, а я не знала, что он And he подошел. heard me pray. И он услышал, как я молюсь. He was a good ways off. И он был достаточно далеко. But he heard me down there calling on God. Но он услышал, как вот я там кричу и взываю к Господу. And he went back to the office where my uncle worked. И он пошел в кабинет, где работал мой дядя. And he said to my uncle, И он говорит моему дяде. he said, I believe Bert's gone crazy. Он говорит, по-моему, Берт у тебя чокнулся. He said, I drove up on him down there. Я подъезжаю там к нему. And said, you can hear him for a kilometer down there. По-моему, там за километр слышно. And my uncle said to him, А мой дядя говорит, no, he's not crazy. не, он не чокнулся. For the first time I've ever known him, Потому he's что got a good mind. первый раз вообще за все время, пока я знаю его, по-моему, у него что-то появилось там в мозгах дельное. I've been dead. Потому что я был мертв. Now I'm alive. А сейчас я жив. And that life was manifested И эта itself. жизнь, она проявляла себя, она показывала себя. People knew I wasn't a saint. Люди знали, что до этого я не был спасен. There were 10 of us that worked out there. И нас вот над этими скважинами работало 10 человек. And when we sold that oil in the И morning, когда с утра мы сдавали нефть, we had to go in that office надо было прийти там в кабинет and make out those reports. и потом отчет составить. Those men had known me before I was saved. И те, которые знали меня до спасения, And in there, we'd all be telling filthy jokes. и мы всегда, когда заходили в кабинет, чтобы отчеты писать, мы там такие грязные шуточки все время But when I got saved, начинали откалывать. Но когда я came спасся, back out there, когда я стал приходить опять в этот кабинет, they knew something. они знали, что что-то тут не так. I'd been dead like them. Потому что я был мертв точно так же, как и они. But when they wanted to tell, one of them filthy jokes, Но когда они сейчас хотели вот как-нибудь пошутить нездорово, they'd get up and go outside. то они чувствовали просто вину, они выходили из кабинета и там уже говорили, что попало. I, who was dead, am now alive, Я, который раньше был мертв, отныне ожил. and they recognized И они that life. признавали ту жизнь, которая была во мне. Some natural laws are exactly the same in the spiritual world. Итак, мы говорили уже о том, что есть и законы естественной природной жизни, которые в духовном плане функционируют точно так же. And the law of life is one such law. И закон жизни один из таких законов. Life is the ability to correspond with the environment. Ибо жизнь – это способность уподобляться и реагировать на окружающую среду. When a baby is born into the world, Когда рождается ребенок на свет, he has 5 senses and various bodily organs, ребенку даны 5 чувств. and each one corresponds with something И in the различные environment. органы, которые реагируют определенным образом на окружающую среду. The eye sees Допустим, глазки видят, and the ear hears. ушки слышат. Now, when I correspond with the environment, Когда у меня происходит взаимоотношение с окружающим миром, I'm alive. я живой, правильно? Я воспринимаю, что происходит вокруг меня. If some part of me Но если какая-то часть в моем теле cannot correspond with the не environment, может реагировать на окружающую then that среду, part of me is на dead. окружающий мир, то совершенно естественно сказать, что эта часть If мертва. these eyes cannot Если see, эти глазки не видят, then they cannot correspond. то они не могут реагировать на те объекты, которые находятся в поле моего They're зрения. Они мертвые. Now, that is true in the natural Итак, в world. естественном природном миру это так. It's also true in the spiritual И world. поэтому это точно так же действует и в духовном мире. Now, these birch trees out here Допустим, деревья, там, березки, которые у нас растут, have a form of life, в них определенная форма жизни. and they can correspond to the environment with the limited life. Они могут реагировать определенным образом на окружающую среду в каких-то ограниченных рамках. Those trees literally breathe in the carbon monoxide Допустим, эти деревья, которые растут там, они вдыхают углекислый газ, and breathe out oxygen. втягивают, и потом перерабатывают его и выбрасывают кислород. It'd be hard for us to live without those Вот trees. если бы не было деревьев, нам было бы сложно жить. But those trees Но вот деревья, are not near as alive to the environment as that bird that's in there.
Они не столько даже живы по отношению к окружающей среде, сколько птички, которые пролетают на эти That деревья. tree can't hear that bird sing. Допустим, а теперь смотрите, дерево не может слышать, как поет птица. That tree can't move around. Дерево не может передвигаться. There's so much of the environment that tree's dead То есть to. существует так много в окружающей среде, по отношению к чему это дерево остается просто мертвым. That bird is alive to. А птичка, наоборот, она оказывается живым к этим сторонам жизни. Допустим, птичка может видеть. That bird can hear. Она может слышать. But when you come to man, но когда дело доходит до человека, he's so much more alive посмотрите, насколько более многообразен он. Than the bird is. Ведь в нем гораздо больше жизни, чем в птице. But is there an environment that man is not alive? Но есть ли такая окружающая среда или такое качество среды, в которой человек оказывается неживым? If there is, если есть, then that man is dead. Тогда получается, что человек мертв. If there's any part of the environment, если есть какая-то часть окружающей человека среды или окружающего мира, that man is not alive to, по отношению к которой человек не проявляет жизни и не реагирует, then that man must be considered dead. На эту сторону мира, тогда получается, что человек мертвый должен восприниматься как There мертвый. is that spiritual world. И поэтому есть как раз такая часть окружающего мира, что представлена духовным миром. That Jesus talked about. Это духовный мир, о котором говорил Иисус. Where God and angels live. Мир, в котором живет Бог, в котором обитают ангелы. And that man, that woman that's not been born again, человек, мужчина или женщина, который не получил рождение свыше, to that environment. Он мертв по отношению к этой части мира. He's dead in trespasses and sin. Он мертв в грехах и преступлениях. And when he's quickened into life, и когда он оживотворяется и обретает жизнь, then he becomes alive to that environment of the Spirit. Тогда он становится живым и живо реагирует на вот окружающую среду, которая заключена в духовном уровне. And it takes on the characteristics of that environment. Посему он воспринимает те характеристики, которые несет с собой эта окружающая среда. Духовная среда. И там, где жизнь была запятнана, она становится святой. The whole of his life is changed. И вся жизнь человеческая преображается. Adam died, though he continued to walk around on this earth. Смотрите, Адам, несмотря на то, что умер, он все равно продолжал ходить по земле. For 500 years. Еще 500 лет топал. But he's dead. Но он был мертвый. Dead to God. Мертвый для God never talked to him again. И потому что с момента грехопадения Бог не говорит. Because he died to that. Потому что Адам умер вот к этой части окружающего его мира, дух его умер. Which was his link. Дух, который связывал его, связывал его с духом мира. And his world. Это был дух, который связывал его с духом Господа. And all of us were born in that condition. И мы все были рождены в таком состоянии. Dead in trespasses and in sin. Мы были мертвы в грехах и беззакониях. But when we were born again, но когда мы были рождены свыше, our spirit was тогда resurrected. дух наш воскрес. And God became real. И тогда Господь стал реальным для нас. We could see the kingdom of God. И отныне мы можем узреть Царствие Божье. We're truly alive. И отныне мы воистину живы. That's the reason the Bible said. Потому что это то, что говорит Библия. Anybody saved, это то, что мы прочитали, ибо they кто have the спасен, witness within themselves. ибо у спасенных есть свидетельство внутри них самих. By the night I was born again. Вот в ту ночь, когда я спасся, I knew something happened. я знал, что точно что-то произошло. What I wanted to do, I didn't want to do. Потому что то, что я хотел делать, отныне я не хотел делать. What I didn't want to do, I found myself wanting. И то, что мне не хотелось раньше делать, я обнаружил вдруг, что у меня появилось желание к I этому. never went to church. Я никогда не ходил в And церковь. I saved that night. Но в тот день, когда я спасся, And I thought night would never get there again where I could go back. я думал, после этого дня я ждал, не дождался, когда наступит следующий день, когда я I was вернусь. glad when they said Я to был me, так рад, когда мне let us сказали, go to the house. давайте пойдем в Дом Божий. I wanted to be. Я так хотел быть там, Because I was alive. потому to что я that world. ожил для того мира. That's the evidence of being born И again. это есть подтверждение рождению свыше. You take a person without any spiritual desire. Возьмите человека, у которого нет никаких духовных желаний. They're dead to that. Они мертвы для этого духовного мира.
I've told you I pastored one church 35 years. Я говорил вам уже не раз, что я являюсь пастором одной церкви в течение 35 Hundreds лет. of people came to that church. И через эту церковь проходили сотни людей. Many of them only came И многие из них приходили because somebody called them, только потому, что их кто-то позвал, somebody encouraged them, кто-то поддержал их, called them up and say, why wasn't you here? кто-то позвонил и сказал, что-то тебя давно видно не было. Well, grandmother came to see us, И он говорил, ну бабушка приехала or we had other things we had to do. погостить, или у нас еще какие-нибудь дела были. And for a lot of years, И в течение многих лет we worked hard trying to get those people мы так старались вот этих людей to come to church. заставить прийти в церковь. And one day I woke up И однажды я проснулся, and realized why they didn't come. и я осознал, почему вот эти люди не приходят, которые однажды были, а потом бросили приходить. Because that wasn't their nature. Почему? Потому что то, что было в церкви, не было присуще им. Это не было их природой. They were just religious people. Они были просто They религиозниками, weren't saved. которые не были спасены. Any man born of God Ибо всякий человек, рожденный от Бога, has a love for spiritual things. обладает неописуемой любовью к духовному. It's no labor to me to stand here and teach this book. Потому что для меня отныне не работа стоять, и не труд тяжкий стоять и проповедовать по этой книге. I could sit forever and hear men talk about Jesus. Потому что я могу сидеть, наверное, веки веков и говорить про этого человека, имя которому Иисус. And the main test of this life И самым великим испытанием в жизни is, do we have a desire for spiritual things? будет вопрос, которым мы должны задаваться. А есть ли у нас желание к духовному? I said a while ago in another lesson, На одном из предыдущих уроков я говорил I never went to church. о том, что я до моего спасения никогда не ходил в церковь. I was 27 years old when I got И saved. когда я спасся, мне было 27 лет. Never did go to church. До этого не был в I церкви. did a lot of churches in the world I come from. И я знаю, что было много церквей вот вокруг той местности, где я был. I never went there. Но я никогда в них не ходил. I never read the Bible. Библию никогда не читал. Though we had a big Bible in our house, Несмотря на то, что у нас была здоровая Библия в нас it дома. only served to keep a record of marriages and deaths. Она, в принципе, служила только для того, чтобы перед титульным листом была такая страничка, на которой можно было записывать, кто когда родился, а кто когда умер. I didn't remember anybody ever reading it. И больше я никогда не помню, чтобы кто-то брал ее по другим причинам, например, для чтения. Я никогда не читал. I didn't want to read the Не Bible. хотел я ее I читать. didn't want to go to Не church. хотел ходить в церковь. And I'm sure those churches had prayer meetings, some of them, И я уверен, что те церкви, которые находились в городе, где я жил, они молились. but I never went Но я не ходил because I туда, didn't want to go. потому что не хотел. And if there ever comes a И time, если в вашей жизни когда-то наступает I don't want to go to время, church. когда я не хочу ходить в церковь, I don't want to know the не Bible, хочу я знать эту Библию, I don't want to pray, не хочу молиться, then I become what I was. тогда я становлюсь тем, откуда пришел, Dead. мертвым. If you don't have any desire for spiritual Если у things, вас нет никакого желания к духовному, you're dead or you're dying. вы мертвы или вы еще умираете. That's just the way it is. Потому что это так. Life manifests itself in desires. Потому что жизнь проявляет себя желаниями. The old man loves sin. Допустим, ветхий человек любит грешить, The new man loves righteousness. а новый человек любит праведность. A banker friend of mine said to me, У меня банкир знакомый сказал однажды мне: Pastor, what do you do for recreation? пастор, а чем ты вообще развлекаешься? I said, I go to church. Я говорю, в церковь хожу. Oh, he said, I'm not talking about Он your говорит, occupation. я говорю, не занимаемой должности. I said, we're talking about the same thing. Я говорю, а я говорю про то же самое. He said, I'd be bored to death. Он говорит, да мне бы до смерти скучно там I было. said, that's because you don't go to my church. Какое же это развлечение? Я говорю, это потому что ты в мою церковь не ходишь. God is there. Потому что там Бог. Men are not bored with God. И те, которые с Господом, им никогда не скучно. But he was dead. С Богом не скучно. А этот банкир, он мертвый, а я живой. That's the difference. Вот в том-то и разница. Life always Потому manifests что жизнь itself всегда проявляет себя. as to what it is. И жизнь всегда показывает, какая она. And I knew I was saved И я знал, что я был спасен. because I wanted to Потому know что я the хотел one that saved. познать того, кто спас меня. When the boy got up, it was evident he was alive. И когда мальчик встал с кровати, за которую молился пророк, он был жив. If you go to church Если вы ходите в церковь, and you sit there and long for that world, и вы сидите там на заднем ряду где-нибудь и мечтаете о том, как вот вы выйдете в мир you are dead побыстрее, то вы мертвы. in trespasses and sin. Вы мертвы в грехах и беззакониях. And you may as well go to the world. И, возможно, вам просто будет легче выйти вообще из церкви, не беспокоиться и остаться в миру спокойно. When that prodigal son come home, Когда
блудный сын возвращается домой, and the father had a feast, и отец закатывает ему пир. the older brother got very angry. Помните, как старший брат разозлился? He's a very religious man, Он был религиозным человеком, and he got upset. и он расстроился. And he said to his И father, он сказал отцу своему, he said, now he's gone and spent он everything сказал, этот поехал, растратил все. on harlots Он растратил все на and блудниц. riotous living, Он растратил все на такое and now праздное he's житие. come back here, А сейчас вот приехал, and you're having this big и feast. ты ему закатываешь тут пир. And I've been here all the time, А я здесь постоянно был, and you've done nothing. а ты ничего для меня не сделал. You know, how did he know how that boy spent his money? А вы знаете, мне интересно, а как он узнал, как блудный сын тратил свои деньги? Because that's how he'd spent his. Да потому что он также свои тратил. He had enough courage to leave that religion. Только бы было бы у него смелости признаться в этом и оставить религию свою. He was religious. Он просто был He религиозным. was lost. Он был потерян. His heart was with the harlots. И сердце его тоже было с блудницами. Though he sat in the church wishing he was saved. Несмотря на то, что вот он сидел в церкви, но пока сидел в церкви, думал про то, как бы побыстрее выбраться и пойти к ним. That man, that woman, that's born of God, И тот человек, который рожден от Бога, have a whole different set of values and desires. человек, рожден от Бога, обладает абсолютно иными качествами и абсолютно иным набором разнообразных And желаний. they truly can say, И этот человек может воистину сказать, I was glad when they said, я возрадовался, когда мне сказали, пойдемте в Дом Божий. I do a lot of preaching, И я много проповедую. preach in a lot of churches. Я проповедую во многих церквях. I go to the church to preach. И когда я прихожу в церковь проповедовать, Many times, очень часто, when the pastor turns it to me, когда пастор все дело пускает в мои руки, he'll leave the church, он мне все передаст и пошел из церкви. go to an office somewhere. Сядет где-нибудь у себя в I don't know кабинете. what he does, Я не знаю, чем он занимается. but he manages to get back. Но каким-то образом потом под конец он появится. But I say to him, I'm going to be there more than one night. Но если я рассчитываю остаться в этой церкви больше, чем на один день, то есть у меня запланирована встреча в течение You don't некоторых want to времени, hear what I'm saying, я ему говорю, если ты не хочешь слушать, что я говорю, I'm leaving. то я отсюда ухожу. Very fact that he'd rather sit in that office and hear the word of God Потому что сам факт того, что ему бы лучше в своем кабинете стул протирать, чем Слово Божье слушать, tells me he's dead, показывает мне то, что он просто мертвый. no matter if he calls himself a preacher. И неважно, называет он себя священником или как-то иначе. Life manifests Потому itself что жизнь всегда показывает себя. in desire. Она проявляет себя теми желаниями, которые несет в себе. Let us stand. Давайте встанем. Hallelujah. Hallelujah. Аллилуйя. We're going to take a break. Сейчас нас